Не снимай, не выкладывай. -6, блин, против Куба. После концерта будут все говорить, что Каруника потяжелела. Ну вот это вот тоскотня, вот это туда-сюда, обратно. Фу. Ну, блин, не то, вообще, ну не то, не душевное. Что ты все нюхаешь, а? Нюхачка. Просто хочу провести небольшой эксперимент над собой. Как, собственно, главный атрибут этой комнаты. Не снимай, не выкладывай. 4 ноября, девчонки, мальчишки. -6, блин, против Куба. Что-то мне говорит о том, что 20-градусный мороз, он мне скажет: хрен тебе, иди домой. Прям вот почему-то я так думаю. Придется то ли аккум менять, то ли я не знаю что. Что-то он как-то это, не уверенно крутит. Еще надо щиток разобрать, расклеить АБС. Мне почему-то кажется, что он погас. А если не погас, то его можно сбросить. АБС работает. Вот поэтому, скорее всего, можно его расклеить. Мне так нравится, что АБС заработал. Я за ту зиму так привык на АБС ездить на Тойоте. Из 4 кубов у меня был АБС только на первом кубе, на самом первом. На остальных не было. Так, ну шо, начинаем складировать. Не буду сейчас ничего тут играть. Не хочу уже, надоело, блин. Хочу уже с группой поиграть что-нибудь. Кстати, Тёмка, по-моему, писал: смени плед. Вот, смотри. Видишь, плед. Плед есть. Вот так вот. Пойдет такой цвет тебе. Просто иногда им хочется накрыться, когда холодно. Было время, когда я тут просто жил целыми днями. А сейчас я не вижу смысла тут тусоваться мне вообще. То есть я лучше дома посижу, что-нибудь посмотрю, помонтирую. В общем, могу только сообщить то, что до сих пор я не курю. Вот. И даже теперь уже и не помню, как это со мной так случилось, что я просто взял и бросил курить. То есть 30 с лишним лет дымил, как паровоз. И не верил в то, что можно бросить, понимаешь? Не верил. И вот так вот и бросил. Так, я так хочу чайную с собой взять, блин. Но там мало того, что некуда ее там. Там, ты видел, в каком закутке я сижу. Вот. Ну, еще помещение маленькое. Будет громковато. Но на концерт я ее по-любому возьму. Чтобы мне кто не говорил. Возьму полный сет на концерт. И буду шарашить в чайную. И после концерта будут все говорить, что Каруника потяжелела. На каждой репетиции я просто изгаляюсь. Черти как. Чуть такое. Непонятно. Ты видел, куда я цепляю вот этот клэмп? Там у него на бочке рога стоят. Вот к этим рогам, короче, каждый раз. Блин, пласты менять пора. Капец, конечно. Умотанные учениками пласты. И вот с этим что стало. Тоже. Наверное, буду такой же пласт потом брать. Хоть он и двухслойный, хоть я и не перевариваю двухслойные пласты, но вот именно на этом томе он звучит отлично. Отлично звучит. Попробую сегодня накинуть такую идею, притащить сюда аппарат и репать здесь. Виталий, конечно, не согласится со своей студией аппарат сюда тащить. Ему-то после репа вообще красота. Просто домой зашел и все. Вот. Да и прикола для них, мне кажется, здесь репать нету особого. Там как-то у них такое местечко свое намоленное. Блин, но я страдаю. Я хочу играть на своих барабанах, блин.
А получается, что я могу играть на своих барабанах только на концерте. А они к этому не готовы. Что я играю немножко больше на своих барабанах, чем на тех. Ну, еще немножко тебе пожалуюсь. Так как здесь я репаю. Ну, когда я здесь репал, я репал на 2 барабанах. То есть у меня же 2 барабана в сете. 2 малых барабана. Вот. А если я этот возьму туда, поставлю его вот так, то мне некуда будет поставить. Там я ставлю себе этот джембе, на него кладу вот эту тетрадку, чтобы смотреть, что я играю. То есть места настолько мало, что просто... А потом иногда просто смотришь на него и думаешь, по-хорошему бы взять, ну вот это вот тоскотня, вот это туда-сюда обратно. Просто думаешь, а нахер тащить лишний раз неохота. Вот, и то есть получается, ты репетируешь в ограниченном формате. А на концерте на концерте я возьму все. И мне придется прямо на концерте уже изобретать, что я буду играть туда, что сюда. Понимаешь, в чем косяк? В общем, я пожаловался. У меня все. Не снимай, не выкладывай. А вас не бесит, кстати, что я быстро камерой вожу? Никого не стошнило еще? Просто меня иногда бесит, когда я свой же бложик смотрю на монтаже. А там вот такое вот, короче. Тяжеловато. Все, погнали. Ну-ну. Там тепло. Фу. Холодно на улице, поэтому завел пораньше. Не терплю дубак вообще. Меня просто... Тихо. Мне просто холод очень не нравится. И сильная жара тоже не нравится. Так что на меня не угодишь. Вот. Я загрузился. Что-то у меня опять ключ перестал работать. Может быть, мне батарейку надо поменять. Не знаю, с 10-го нажима только работает. Вот так вот это все выглядит. Кто-то написал, что вонь, которую я чувствую. То есть сиденье-то я помыл, отпылесосил с химией. Вот. А потолок я не мыл, и пол я не мыл. Поэтому, мне кажется, спокойно может вонять как пол. Вот этот вот. Спокойно прям. Потому что тут просто годами ездили и воняли чем-то, непонятно чем. Впиталось настолько, что аж не вообразить. Ну и потолок тоже мыть надо. Видишь, он чернющий весь. То есть я его даже... я же не занималась потолком. Смотри, как он черный. Ездила дама. Представляешь? Ей бы мой старый куб показать, который я продал. Там все просто отдраено так, что, просто не знаю. Ей стыдно, короче, должно быть, я так считаю. Кто-то писал, что у тебя с печкой проблема. У меня нет проблемы, понимаешь? Она греет, все. Но у всех кубов такая проблема. Он долго нагревается, достаточно долго. Я могу из дома до базы доехать. То есть я нагреваю его там примерно до 30 градусов. Это я еще вижу, потому что я поставил градусник себе. А обычно у меня просто синяя лампочка горит и все. То есть я понимаю, что 30 это уже, через 10 градусов она погаснет, лампочка. Можно потихонечку ехать. И я доезжаю, у меня где-то 60 здесь. А чтоб ты понимал, летом я видел здесь и 86. Вот, когда чуть попрохладнее, я видел 78 здесь. Но вот в зимнее время, если я хотя бы здесь 78 увижу, это хорошо, понимаешь? Вот. А если меньше, это уже плохо, значит, либо радиатор забит, либо термостат, не закрывается. Вот. А булькать, насколько я помню, в каждом кубе такая срань была. Просто вот газанешь, она буль-буль-буль в печке там. И не дольешь, то есть я вот видел, сколько я долил. Почти, осталось, сколько, грамм 200, может быть. Все влил. И оно как булькало, так и булькает.
И, кстати, вчера я просто... Мне аж поплохело. Я когда мы подняли машину, я посмотрел. Все в масле, короче. И непонятно, откуда оно херачит, короче. Просто непонятно. Но есть подозрение, что с заднего сальника точно течет, потому что с коробки прям капает. Медленно, но капает. Но вот с наружного сальника коленвала, то есть шкив чистый, на нем нету ни капли, но все вокруг, все прям в свежем масле. И вот заливай сюда хорошее масло, да, то есть 0В40 там или 0В30, как по мануалу положено, оно просто вытекает моментально отсюда, потому что, ну, надо менять все сальники, короче. Я не меняю сальники, потому что мне надо коробку снимать. Чтобы коробку снять, надо подрамник снять. А зачем мне 2 раза снимать подрамник, да, если я могу за 1 раз это все сделать? Я сейчас закажу рейку, это единственное, что мне осталось заказать. Приедет рейка, мы снимаем подрамник, снимаем коробку, меняем сальник. Ставим коробку, меняем подрамник, рейку, все сайлентблоки. То есть работа на день практически, а то и больше. Я так подозреваю, что Мишка с этим будет очень долго возиться. Я почему и не возьму больше никогда другую машину какую-то. Вот я несколько раз уже пробовал. Я брал Toyota BB в каком-то году, потом через полгода продал ее. Она крутая, все, она выглядит круто. Все, движок там хороший. Ну, блин, не то вообще, ну не то, не душевная она. Внутри она просто как... То есть она снаружи смотришь, она крутая, все. А садишься в нее, и ничего тебя не цепляет, понимаешь? Ничего вообще. Так же, как и с этой жабой. И теперь я точно решил, что мне никакая машина больше не нужна, только куб. Хватит испытывать себя на прочность. Всем от меня досталось. Сейчас вот родители платят мой кредит, например. Как только банкротство в марте кончится, я буду продолжать сам платить. Вот. И буду возвращать те деньги, которые они уже за меня выплатили. Если я буду менять на другую машину, это будет длинный куб, который вот у меня был такой же. То есть вот это лучше этой машины другой куб, длинный. Только длинный куб. Вот это вообще крутая тачка, просто длинный куб. Какого-нибудь 8-9 года. Это вот мечта моя буквально. Как ни странно, у меня куб был новей этого. 4-й год у меня был. Но сгнил он, конечно, знатно. Просто. Сейчас собака чисто по старости уже не терпит, короче. Гуляем с ней 3 раза в день. Что делать? Что ты все нюхаешь? Что ты все нюхаешь, а? Нюхачка. Кубинский друг. Ну давай, иди гуляй. Ходишь тут. Так и шо, настала пора нам выпиливаться в сторону репетиций. На улице -6, 2 отморозка на скутерах проехали. По-другому не могу их назвать. Я в машине сижу, мерзну, они на скутере. Вообще не понимаю. Они из чего сделаны вообще? Обычно я еду на репетицию и темно, помнишь, да? Что-то не так, да? Мы решили репать на час раньше. Неожиданно. Ну ладно. Может, попродуктивнее будет репа, подлиннее. Я сфотографировала ступицу, когда Мишка мне ее менял. И скинул себе на Drive 2. И там чувак сказал, что это вообще, не кубовская ступица. У ступицы крепление шло этого провода, АБС другое. То есть, получается, у меня контрактные ступицы уже стояли. То есть, бывший хозяин поставил. А, судя по всему, правая до сих пор та, а вот в левой менялся подшипник. И при выдавливании подшипника они
уничтожили кольцо, на которое цепляется сам датчик. Потому что кольца не было, когда мы подшипник вытащили из ступицы. Да, его там сразу видно, что его там нет. Вот, а Мишка говорит, я типа без кольца не могу ставить, потому что подшипник неправильно типа встанет. Нашел кольцо, поставил, прикинь, я выезжаю, у меня АБС появился. Я просто в шоке. Это вот хозяин сказал, что что-то у него там начала педаль моросить, короче, тормозная. И я, говорит, просто датчики отсоединил. Такая, я сейчас вот езжу с подсоединенными датчиками, у меня ничего не моросит. Ну, то есть, еще раз на ту же тему. То есть, машина была у одного хозяина, то есть, я второй. И ничего хорошего, типа, из этого один хрен не получилось. То есть, машина умотана везде. Во всех местах умотана, насколько только это возможно. Я уже думаю, что я не вывезу ее восстанавливать. Покатаюсь сколько смогу, потом, когда банкротство закончится и этот кредит оплатится, буду искать чуть поживее. И еще один факап у меня случился. Я заказал комплект сайлентблоков на рычаги. Ну, то есть, когда подрамник будет ставиться контрактный, на него новые сайленты рычагов. Вот. А еще заказал 2 сайлента самого подрамника. Подрамник к кузову прикрепляется через сайленты. И сейчас они мне приехали, я пошел смотреть, что там пришло. А пришло мне 2 сайлентблока от передних рычагов, задние которые. То есть там 2 сайлентблока, передний и задний. Вот 2 сайлента приехало от передних рычагов задние. Пришлось вернуть, короче, и перезаказать. Перезаказал. Сейчас вот насчет рейки, короче, думаю. И жаба давит. А с другой стороны, ну, осталось 1800, получается, заплатить. Ну и там плюс за доставку будет сколько. Ну, блин, жаба пока давит. Думаю, до пенсии доживу, а там видно будет. Не снимай, не выкладывай. Помнишь ли ты в небе белые птицы, стайкой летели вдаль? Кто-то на берег пришел помолиться, поведать свою печаль. Видел ли ты, как летают птицы, россыпью жемчугов? Слушайте музыку каждого дня, сонного утра молитвы, что потаенные чувства хранят. Память их улиц разлиты. Слушайте музыку теплых ночей, день ускользающий прожит, голос любви посреди мелочей, уходящих прохожих. В смысле кончился? Мы еще даже половину не сыграли. Мне бы вечернее давайте. Те песни, которые были под вопросом, Я хотела, конечно. Тройничок получился. предлагай, что сыграть. Ладно, давайте не по вечернее. Тогда я. Обними меня
Сегодня тут так романтично, весело. Я дышу воздухом столичным, мир до состояния автомат. Это время для песен теплых и нежных, как мятный чай. Здесь всё вокруг так интересно, прекрасный город, Не снимай, блядь! Не выкладывай! 5 ноября, мальчишки и девчонки. Я постригся. А теперь еду на базу. Так, пропустить на дяденьку. Буду над своей техникой немножко работать. На базу еду. Снимать процесс не буду и рассказывать не буду никаких деталей. Просто хочу провести небольшой эксперимент над собой. Так что будет результат, будет что показать, покажу. Сейчас опять все барахло тащить на базу, расставляться. Ой, я что-то забыл вчера даже идею такую подкинуть, что это придется весь Виталькин аппарат ко мне на базу тащить. Я не знаю. Я думаю, он будет против, скорее всего. Слава богу, местечко есть, встать поближе, хоть таскать недалеко. И на том спасибо. Прибыли. Как раз, смотри. Тю. А дворник все не унимается, блин, смотри. Листья смел. Сейчас ветер подует, и все эти листья улетят. Так. Не буду пока ничего доставать. Достану пэт, короче, обмотаю его полотенцем и буду херачить. Кстати, появилась такая идея взять на концерт виолончелистку. Она когда-то была в составе группы, потом почему-то отвалилась. А сейчас вот решили ее позвать. Прям интересно, что это будет. Прошло ровно полчаса, как я позанимался. Короче, я тут подумал, что... А что, если мне установку передвинуть левее? Ну, то есть она сейчас стоит как бы правее. Здесь огромный проход, где раньше стоял камбарь. Камбаря сейчас нет. Мне кажется, можно законно вполне себе так. Сейчас отлепляю этот ковер. Передвигаю его вправо, опять прилепляю его и ставим установку. Пока у меня перерывчик, я отдыхаю. Наконец-то нашелся человек, который объяснил мне, что, как нужно работать, то есть не убив свои руки. Надеюсь, у меня все получится. Мне нет смысла сжаться туда. Мне можно смело проехать чуть-чуть вперед. Так, ладно, отлепляем. Люблю делать музыку вот из этого. Так, переехал на центр. Здесь, во-первых, тарелка. И здесь можно проходить. А здесь стойка со своей ногой. Хотя через нее тоже можно перейти. Вот с этой. И с чайной. Иногда хочется тарелку сдвинуть, а уже некуда. Поэтому вот. Сейчас пистолет нагреется, ковер прилепим. Так, ковер прилепил. Расставляемся. Ну что, есть разница?
она как-то сбоку стояла, а теперь она по центру. Как, собственно, главный атрибут этой комнаты. Уже ненавижу его нахер. Наверное, тебя люблю. Я уже ненавижу.